это эмоции. Игра — это команда. Игра — это победа. Играют они, выигрываете вы. Париматч — официальный партнер Virtus.pro. Всем привет, друзья! Стартовал первый день турнира «Эпицентр», который все мы так долго ждали. У нас сегодня медиа-активность, и команда уже готова фотографироваться, изображать самые креативные позы, да, Алексей? Бутербродная активность у нас сегодня. Все повторяется, цикл повторяется постоянно, одно и то же. Кулачок. Просто давайте закончим побыстрее, я пойду в доту играть. Все. Это у нас фотки, наверное, правильно? Зеленый этот фон. Мать, где нам фоткаться? Тут все сидят, вот фоткаются. Вон там сидит Вованчик, Арина. Там Кого? Лёха. Тут у нас компы стоят какие-то, я не знаю, что это. Это, наверное, игра, да. Будут играться отсюда не группа, а плей-офф. Вот. Тут, наверное, интервьюшки всякие. Фигня, видите, записывают. Стульчики два, Эпицентр мейджор. Да, интервьюшечки. Вон Сеп сидит. Hey. What's up? What's up? What's up? Great to be here. Fourth time. Nice. Epicenter is great. Если бы ты был организатором «Эпицентра», что бы ты на медиа-день придумал классного? Что бы все делали? Все игроки. Все игроки кушали бы шашлык, пили бы вино и просто отдыхали бы. И больше ничего не делали. А их бы фоткали в это время. А их бы... Вот, шаришь. За что, думаешь, все игроки любят так «Эпицентр», вот скажи? Тут практически все на высшем уровне. Ну, в плане медиа-контент игровой. Видеоролики делаю там с героями какие-то свои на уровне Valve. Мне это очень, например, запомнилось и нравится. И открытие тоже на арене. Ну, короче, атмосфера на арене очень крутая. Прям невероятно. Прямо сейчас разворачивается игра «Гамбит» с ликвидами. Почему мы болеем за «Гамбит» и хотим, чтобы они... Ты неправильно сказала. Почему? Гамбот команда называется. Почему мы за «Гамбот» болеем? Ну как почему? Почему? Потому что это наши друзья. Вот. Вот так вот. Диман. Чего я проспал? Мне не надо фоткаться. Мне не надо фоткаться. Почему материшься? Мне мама вообще смотрит. Ага. Как себя ведешь? Вот так проходит тактическая подготовка к первому дню группового этапа. Вы можете посмотреть сейчас. Сейчас вы будете смотреть, как Никита будет отсос Петровича. Никита, Я другого мнения придерживаюсь. руководитель медиа-направления, прямо сейчас создает медийку. Кстати, я хочу передать привет своим коллегам из медиа-отдела и поблагодарить их за работу. Да. Никита, как вы видите, тоже активно работает. Ну, это тимбилдинг. Тимбилдинг. Алексей пальчики разминает, видимо. Да. Раскликивается. Никита Игоревич, после матчевое интервью вы отыграли только что с Соло. Как прошла игра? Он играл лучше, меня он заслужил победу, но... Да сейчас я его... Молодец. Я думаю, что сейчас этот крашеный мальчик будет лететь где-то в 4 мяча отцу. Я его сейчас выиграю. Маш. Это пиздёж. Это наглая ложь. Это пиздёж. Слушай, ну с тобой хоть ровненько. Леха-то меня, конечно, Ну да. откровенно Ну, говоря, понятно, что падает. повозил. Ну и то, ну слушай, ну он меня уже последний... Чего? Сколько раз? На последней минуте я в перекладину попал. Да пожалуйста! Да пожалуйста! Истеричка. Сетка Венеров пошла? Или Да. гранд-финал? Гранд-финал уже все. Давай на Трюльбан. Сейчас я тебя Барсой буду, кстати. Не знаю почему. Так душа решила. Стой. Вообще ерунда полная. Гол. Давай. Уважаемая компания Лейс, позвоните нам, пожалуйста. Рамзес хочет сняться у вас в рекламе. Уже снимается прямо Кто отъехал у меня? Вот это удар! А вот это удар! Чемпион товарищеского матча. Боты with the player. Ты знаешь, какой у нас приз для победителя? Какой? Бутылка шампанского. Победитель идет подписывать майки. Ура! Наша новейшая технология запатентованная.
еще немного в таком режиме ребята посидят, потом еще немного еще много посидят за компьютерами, за своими, попрактикуются, а потом у нас будет первый матч группового этапа, но это уже завтра. Вернусь к вам. Нам надо выйти с первого места и шлепнуть Гамбит. Как вы понимаете, немного изменилось со вчерашнего дня, но я продолжаю настаивать на том, что это важно для того, чтобы ребята проснулись. Легкая разминка в фифу. Роман, вот у нас появился новый человек, и никто еще, наверное, не знает, кто это. Ну, Рамзес вроде вчера в своих сторис что-то сказал про него, теперь все знают, но мы должны держать определенную квоту украинских граждан у нас в команде, поэтому после того, как мы расстались с нашим аналитиком Яном, единственный шанс был найти украинского аналитика, мы это сделали. И сейчас вот те самые, если раньше у нас была тетрадь смерти артстайла, то теперь у нас есть распечатки жизни Арзика, то есть это такие массивы данных, которые Виталик собирает для нашего тренера, вот, и он им их читает, потом ими подтирается, может быть. Официальная свита команды Virtus.pro покидает практис и уходит ожидать развязки встречи с альянсами. Короче, у меня же новая жертва появилась теперь, помимо Арзика. Есть кому рассказывать о наших пиках, драфтах и комментировать происходящее. Виталий. Да. Ну, все достаточно ожидаемо у Альянс. В принципе, то, что мы захотели, то, что мы хотели, мы забанили. Очень многое будет зависеть в этой игре от Рубика. Тут есть очень много хороших заклинаний, которые он может стырить. Но у нас очень хороший лейт-потенциал. То есть в лейте мы точно намного сильнее. У Альянса очень сильная драка. Ну, в принципе, то, чем они играют. Только что альянсы выиграли у нас первую карту. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, я могу повторить только слова нашего тренера Арсения из невышедшего интервью сайту Cybersport.ru, потому что его по каким-то причинам не выпустили, где он сказал, что Альянс лучше всех разбираются, успели понять эту мету, они очень сильные, и что они сильнее нас, и вот мы видим соответствующий результат. Первая серия у нас была только что с Альянсом, мы поиграли, сейчас мы будем играть с Forward Gaming. Посмотрим, что получится, мы сейчас постараемся победить, все будет хорошо. Всем пис. Да. Добрый вечер, Мария. Вторая карта. У нас аутдрафт. Думаю, закончим быстренько. А если не закончим, то не быстренько. Пацаны только что закончили серию с Forward Gaming, выиграли, и никогда не угадаете, с кем мы сейчас играем. С альянсами снова. Ну, надеюсь, что в этот раз по-другому сыграем. Продолжается наш первый день группового этапа. Бодримся, веселимся. Ну, как бы 57-я минута, первая карта все еще продолжается. Мы не заканчиваем первую карту. И с преимуществом 29к, думаю, не собираемся проигрывать в этой карте. Всем привет, мы выиграли. Давай. Медейка! Всем привет, мы выиграли у Alliance. Извините, что проиграли до этого. Мы проходим верхнюю сетку, играем против Secret. Будем рубиться. В 11 утра! В 11 утра. Ну, собственно, день уже новый, а ребята, как и было обещано, бьются с Климентом и компанией, идут ноздря в ноздрю, очень ровно. Я думаю, долгим будет этот матч в нашу пользу. Первую карту отыграли хорошо, продолжительно в нашу пользу. Сейчас идет вторая. Счастливые лосины в деле. Ой, малой какой умница, ёбаный рот, он не доделывает линку, он делает манту, какой он красавец, ёбаный рот. Мария, can you stop filming? И третья карта против Secret началась. Сейчас эксперт Роман Дворянкин нам прокомментирует пик нашей команды. Ну, в принципе, рабочая история, как и вчера с альянсами, только еще лучше. Здесь Свен есть. И ребята хорошо отыгрывают на индивидуальном уровне. Начало хорошее, но это секреты. Один раз, одна ошибка, две ошибки, они это не прощают. Там Роджер ошибется, Паша ошибется, и как бы так что надо внимательно играть, но начало хорошее. С ваших слов записано верно? Все верно. Ребятки, 29-я минута, у секретов 1 фраг, у нас 18, 14к преимущество. Да, они могут забрать две стороны, на третью уже... Полностью осознает. Браво, Virtus.pro 2-1 с... Очень красиво закончен. Team Secret невероятная команда, ее невозможно победить. 21. Это как LGD в том сезоне.
просто жесть. Почему еще играем? Сегодня реально еще играем? Выиграли секрет, вот сидим, кайфуем, кайфарики ловим, больше кушаем. Лично я с 8 утра, я очень устал. Играть сначала с утра, потом вечером. Но ничего, прорвемся. Гангайте к Вовану. Не забывайте, что это ваше главное оружие. Поставьте ему линию, заведите к нему крипов. Покажите новые просторы этой игры всем. И себе тоже. Спасибо, тренер. Нужно чуточку подумать. И чуточку лучше пикнуть. Наверное, так. Да. Сейчас по Киеву, а по Киеву только что по Москве. То есть 23:17. Мы чисто с Марфом здесь. Если не контент делаем, вот жена мне пришла. Я чисто на камеру ем хот-дог, не думаю, что я его так ем. Меня заставили ради контента, вот. Да, ну нервничаем, просто нервная игра. Я сегодня целый день ел морковные палочки, вот сейчас на нервах просто от предыдущей игры приходится есть хот-дог, заедать, стресс. Не расстраивайтесь. Да луз-то не обидный, луз-то не обидный. Мне кажется, что как первая игра была украшением дня, так и последняя серия была тоже украшением дня. Ребята показали хорошую доту, обидно, что проиграли. Прямо сейчас они, собственно, почему я здесь рассказываю, потому что они пошли наверх разбирать очень подробно то, что произошло. Это, собственно, одно из тех поражений, которые приятно иметь, потому что соперник хорошо отыграл, у соперника были хорошие драфты, у соперника были хорошие линии. И, собственно, сейчас будем готовиться к игре по нижней сетке, не впервой. Больше игр перед домашней публикой, больше эмоций для наших болельщиков. Нам потребуется побольше эмоций. Так что будем надеяться, что порадуем любителей доты хорошей игрой. Подписывайтесь на наш канал.